Вот так вот. Смотрите. Оп. Топили буржуйку вот этими дровами. Сюда труба была. И парили тут друг друга. Ну, как мы понимаем, это глубокий тыл даже Чернобыльской зоны. Вторая в мире армия делает себе позиции в коровниках. Видите? Смотрите, кирпичик, это чтоб хоп, вот так делаешь и все. Обратите внимание, Икорка, Брестская область, Республика Беларусь. Строят вот такие же дома, как у них дома. А жадность порождает бедность. Вот даже фары украли, посмотрите, задние стопы. Владимир Путин, мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Одомашнились, обесралась, побегли, даже и трусы не успел человек одеть. И носки. Так и побежал, босиком и без трусов. Зараз ми приїхали в Чорнобильську зону, де розташовувалися російські війська. Зараз буду казати російською, щоб було зрозуміло нашим друзям з інших республік, які цікавляться, що витворяє, які злочини вчиняє російська армія на території України. Так от, Чернобыльская зона, фактически середина, недалеко тут до границы с Республикой Беларусь. Старые разбитые коровники, вокруг есть местами загрязненная почва. Тут они сделали свой лагерь, накопали себе блиндажей, делали себе печки, даже баню себе какую-то построили, такую на скорую руку. В общем, здесь находились их войска, употребляли пищу, готовили пищу и, я так понимаю, готовились к длительной обороне. Против кого они тут готовились, непонятно, бо это, ми розуміємо, що це зона відчуження. Тобто тут людей фактично немає. Але їх керівництво, військово-політичне керівництво цієї держави відправили їх сюди, не розуміючи, наскільки це небезпечно для здоров'я, опасно для здоров'я, тому що местами земля очень загрязнена и фон радиации очень большой, несколько десятков раз превышающий допустимый для человека. Посмотрим здесь. Почему-то их тянуло именно к разбитым коровникам. Нравится им стоять именно в коровниках. Ну, наверное, другого ничего не выбрали. Видать, это зов природы. И, соответственно, съездим, посмотрим позиции, которые они перекопали, обкопали. И прожили определенный период времени, в результате которому, к сожалению, наверное, им уже здоровья не пожелаешь, потому что это бессмысленно. Поэтому пусть уже потихонечку пишут завещание. Ребята тут организовали себе полевые условия. Если их можно назвать, мыльце у них вот было. Вот использовали даже жидкое мыло. Здесь явно по сравнению с тем семейным очагом, здесь более было продвинутое племя из армии Российской Федерации. Они уже освоили лавочки и стол. Видите? И тоже что-то тут поджаривали. Употребляли консервы, затягивали тканью. Возможно, они думали, что они тут надолго. Ну, как мы понимаем, это глубокий тыл даже Чернобыльской зоны. И все. Тут даже некоторые ребята мылись. Вот так вот. Смотрите, хоп. Заходим. Вот тут стояла буржуйка. Отбили себе вот эту историю. Топили буржуйку вот этими дровами. Сюда труба была. И парили тут друг друга. Мылся все, пожалуйста. Лес наш нарубали. Свежачок же, да? Какие-то тут ремесленники. Посмотрите, кстати, закарпатцы бы им руки поотрубали за такую работу. Блиндажи делали себе укрытие на случай обстрелов и атаки вооруженных сил Украины. Хотели тут скрываться от обстрелов и атак. Ну что-то они снялись, я так понял, следов
нет, поэтому я думаю, что они снялись и побежали еще до того времени. То есть испугались раньше времени. Вот, будь ласка, смотрите, одомашнились, обесралась, побегли, даже и трусы не успел человек одеть, и носки. Так и побежал, босиком и без трусов. Ну, хоть поел на дорогу, видим, что паштеты их. Вот такая вот ситуация. Теперь вы видите, да, по состоянию, почему они в наших домах крали, в том числе и нижнее белье. О, даже буржуечка есть. Вот можно посмотреть. Кто в детстве занимался, знает название, это называется халабуда. Вот ребята приходили, я не знаю откуда они, с Адыгеи, и настроили вот таких вот себе землянок. Что не так, что им палатки не выдали, сам пока понять не могу. Но возможно это с военной точки зрения является наиболее серьезным укреплением, ну и чтобы руки чем-то занять, когда делать нечего, чтобы пилишь дрова, лепишь, прибиваешь. Занимаешься вот такой вот конструкцией. А возможно они строят аналоги, как они жили дома, чтобы не скучать сильно за родиной, в Адыгее или где. Вот строят вот такие же дома, как у них дома. Пошли. Лавочка. Здесь вот серьезные семейные посиделки были. Смотрите, лавочка. Семейный очаг. Кстати, оттуда кирпичи украдены. Семейный очаг и поваляться с любимым под укрытием. Видите, тут более простая конструкция, более ленивые люди жили. Они более расчет сделали на посиделки у костра ночные. Вторая в мире армия делает себе позиции в коровниках. Видите? Смотрите, кирпичик, это чтоб, хоп, вот так делаешь и все. Вот зачем дверь? Что, для чего они это сделали? Нет крыши. А дверь есть. Так, а вот наели люди, да? Ну что за тушенка? Говядина тушеная. Что? Не для продажи. Не для продажи. Вот поэтому почему их к коровнику тянет. Все на банке нарисовано. Их тормозка остался вот прибитый. Печенюшки подъедали. Здесь, видать, они тоже кучковались. Очередной семейный очаг. Чаек. Все, как говорится, для людей. Ну и куча съеденных консервов. Забыли ложку, жилет, пенку. Ну и носочки. Это традиционно. Вот он очередной коровник, разбитый коровник без крыши, частично где-то есть. Понимаем, что, наверное, тут с крышей позволили себе находиться только командиры. Традиционно справа, опять же, семейный очаг. Мы это видели, смотрели. Тут с этой стороны нарубленные дровишки. Там отдельная печка. Вот они подтапливали, вы видите, каменный век. И вот икорка. И я очень внимательно обращаю, что это за икорка, почему. Обратите внимание, икорка, Брестская область, Республика Беларусь. Пока у нас нет достаточных оснований говорить, что здесь были белорусы, потому что это только продукты питания, но тем не менее. Оставшийся мешок. О, какая-то кофеварка. Philips, ребята. Вот там кто из моих соотечественников, співвітчизників не знайде дома такого бытового приладу, то от зрозумійте, трохи він не доїхав. Ага, до нього ще якісь от весы украли. Что ж дикари вообще? Что вообще там все плохо или что? Весы украли люди. Нас интересует вот эта история. И заберем ее с собой. Мы же должны знать литературу, которую изучает Урах. Владимир Путин, мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Ну вот это, наверное, золотокод, наверное, должно выглядеть вот так вот. Вот так вот. Ну, пожалуйста.
Вот тут в коровнике, наверное, это должно было выглядеть вот так. Посмотрите, столики, стульчики, кирпичики, вообще похоже на кафе-бар «Голубая устрица». Сейчас съездим на позиции, где они окапывались, накопали. К сожалению, подняли грунты в Чернобыльской зоне. Там страшное количество микрорентген, страшнейшая радиация. Украли магнитолу с девятки. Помните, как в 90-е крали? Ну вот магнитола украденная. А? Вот смотрите, это пожарная машина использовалась тут, в Чернобыльской зоне. Вот этой армии супер Российской Федерации. Солдаты схватили ее, не выехали на ней. Ну как саранча, просто разобрали ее фактически по запчастям. Украли шланги, украли колеса, украли стопы. Можете посмотреть. Здесь было оборудование пожарников. Тоже украли. Это для всех, чтобы понимали, насколько вот эта саранча, насколько она опасная. Посмотрите, поснимали здесь сиденья, руль сняли, приборную панель, потолок разобрали. Ну, это страшные люди. Решетку, фары. Все поснимали. Я не знаю, повезли к себе куда-то на родину. Что-то там мастерить, я не знаю, где-то продавать на соответствующих сайтах. Двигатель у них сил не хватило снять. Ну, видим, что вырывали, снимали, грабили то, что не могли. В принципе, они так поступали совсем. И когда добирались до мирных городов и сел наших, то же самое заходили к людям, грабили их, забирали бытовую технику, деньги, украшения, радовались этому, звонили своим родственникам, что мы теперь богатые и независимые. А жадность порождает бедность. Вот даже фары украли, посмотрите, задние стопы. Вот они окапывались, тут норы себе рыли и забирались с кем-то воевать в Чернобыльской зоне. Вот даже какой-то человечек и печечку себе сразу приделал. Камин. Именно эти места, они были очень загрязнены. И вот это вот все копание, естественно, подняла всю эту загрязненную почву наверх. Тут несколько раз, десятков раз превышает допустимую дозу радиационный фон. А люди здесь копались, как в песочнице, игрались, камины строили, жили, я так понял, обогревались. Вот теперь и делайте выводы. Вот они делали себе вот эти удобства, домики для двоих. И сразу вот эти вот как могилы готовили, чтобы потом не копать, чтобы сразу тут лег. И, как говорится, царство небесное, если заслужили. Банкетный зал. Это явно командирский загон, потому что вон печка выложена. А вот тут они, наверное, дружно собирались за столом. Коротали вечера, пели песни Олега Газманова. Ну и продолжали заражаться радиацией.